Всем привет! Сегодня перед нами ноутбук Acer Aspire 5750G с заклеенной камерой для максимального уровня безопасности, разумеется. Но попал он ко мне по просьбе человека просто-напросто переустановить винду с 7 на 10. Хотя я думаю, что здесь изначально стояла Vista, так как ноутбук 10-х годов, а то и ранее. В общем, казалось бы, задача наипростейшая: переустановить винду, найти на него драйвера, хотя на официальном сайте, конечно же, их нет. Это, конечно, решаемая проблема, но... Вы уже услышали, как мелодично звучит вентилятор, но на самом деле проблема здесь иная. А именно, ноутбук перезагружается, как только получает какую-либо нагрузку. И многие заметят, что здесь вообще нет ничего удивительного, так как ноутбук уходит в защиту в автоматическом режиме от перегрева. А сейчас я наглядным опытным путем продемонстрирую вам, что выключение компьютера происходит из-за перегрева, не ходя к бабке-гадалке. Для этого будем использовать мультиметр с датчиком температуры. Изначально я решил измерить температуру под пробелом на самом ноутбуке, так как мне показалось, что этот участок очень горячий. Но позже я выяснил, что это очередная конструктивная особенность таких ноутбуков, и в принципе здесь он будет горячим всегда. Вероятно, что плоская система охлаждения плотно прилегает к передней крышке, именно поэтому здесь и греется так сильно. Но теперь предлагаю снять температурные показатели правильно именно на радиаторе охлаждения. После некоторого времени работы ноутбука мы можем увидеть следующие температуры. Почти что 60 градусов, а то и больше. А это значит, что здесь циркуляция воздуха, то есть смешение теплого воздуха и холодного, происходит плохо. А это означает, что радиатор забит. Поэтому приступим к разборке ноутбука. Ничего комментировать не буду. Если у вас такой же ноутбук, то предлагаю посмотреть, как он разбирается. Ну или просто почилить под кофеек.
Закручивание системы охлаждения главное не сколоть чип процессора. Пс, это чисто по секрету. Кристалл протираю не пальцем, а маленькой ваткой. Ставки на спорт, но вы поняли. Ну что же, разборку и очистку ноутбука вы уже увидели, а теперь давайте снова померяем температуры. Под пробелом у нас остались все те же самые показатели, ввиду того, что я уже сказал выше. То есть конструктивные особенности данного ноутбука. А вот показатели температуры, снятые с радиатора, теперь в норме. А это значит, что ноутбук больше при нагрузках не выключается. Устранять полностью шум неразборного вентилятора я не стал. Делать отверстие для его смазки – это не очень хорошая идея, так как это ненадолго. Такие вентиляторы обычно под замену. В обычных бытовых условиях мультиметр с возможностью измерения температуры вам не понадобится. Здесь и так все хорошо можно прочувствовать рукой. Я использовал его лишь для наглядности. А теперь покажу, что сделать с драйверами, если на официальном сайте для 10-й винды их нет из-за старости ноутбука. Просто переходим в свойства, совместимость, выбираем запустить программу с совместимостью Windows 7. Ну или для какой вы там качали. Все драйвера, что не установились, добиваем драйвер бустером, и на этом работа с ноутбуком окончена. Как видите, все устройства определяются верно.